Приветствую вас, друзья, на моем канале. Сегодня у нас выпуск «Винегрет», так называемый, где я покажу несколько разных мест, где мы были за последнее время. И начнем мы сегодня с нашей утренней пробежки. Это наш новый и старый ритуал, который мы возобновили совсем недавно. Так, теперь начинается почти что каждое наше утро, и спонсор наших утренних пробежек — это крепкий дочкин утренний сон и видеоняня. А если интересно, могу сделать отдельное видео про наше утро, вообще почему мы к этому пришли и как это нас заряжает на целый день. Если интересно, напишите, сделаю видео в таком формате. А это мы были в центре Питера по делам, и я не могла не заснять для вас немножечко красоты Невского проспекта. А сейчас мы вернулись на Петроградскую и решили перекусить в нашем одном из самых любимых кафе «Мона». У «Мона» есть красивая веранда, и пока лето, мы пользуемся последней возможностью насладиться летними верандами и перекусить на свежем воздухе. В «Моне» очень классные завтраки, но поскольку мы приехали сюда днем, мы ели пиццу. Рекомендую вам попробовать рикотники. Это просто бомба. Вот, держи. Супер. А сейчас мы с вами отправимся в мини-путешествие на Финский залив. Питер все понимает, дядюшка Питер. Питер вас обнимает, пока вы спите, заперты в тесном граните. Вечный мой ангел-хранитель, Питер. Наверное, частью летней программы каждого петербуржца являются поездки на залив. В этом плане наш город просто уникальный,
потому что ты можешь и наслаждаться красотой, архитектурой самого города, и побывать на курорте, не отъезжая от него очень далеко. Я была бы не я, если бы я не рассказала вам хоть немножечко истории Финского залива, как в нем купались во времена Российской империи, например. Вот эти кабиночки на высоких колесах предназначались для купания самостоятельных петербуржцев. Это, кстати, фотографии из Сестрорецка, непосредственно там, где мы отдыхаем. Финский залив всегда был очень мелкий, можно идти очень далеко от берега, а воды все равно будет по щиколотку, потом по колено и максимум по пояс. А в такой кибитке можно было уехать далеко от посторонних глаз и поймать хоть какую-то глубину. Фургончик затягивали в воду лошади или даже люди, а леди и джентльмены облачались в купальники внутри и по ступенькам спускались в залив. То, что мне больше всего нравится на Финском заливе, это, конечно, ощущение простора, когда можно смотреть вдаль, когда у тебя ощущение, что ты действительно на курорте. И еще одно неочевидное для меня лично преимущество этого залива в том, что около него пахнет морем. Многие, кто оказывается здесь на берегу, говорят: фу, пахнет тиной. Но для меня это тот самый запах моря, который я люблю с детства. Я очень часто отдыхала на Балтийском море, в Литве, и этот запах для меня ассоциируется с самыми приятными воспоминаниями из детства. И вот эта очень мелкая вода, и вот этот кудрявый песочек под ногами, и этот запах моря. А еще, если вдруг на берегу вам будет холодно, то можно немножко забраться поглубже и попасть в так называемые дюны. Это вот такие небольшие насыпи, на которых растет трава, и за ними можно спрятаться от ветра и погреться, как на сковородке. Я надеюсь, все разобрались с VPN-ами и могут смотреть мои видео легко и свободно, но очень большая к вам просьба повзаимодействовать с видео, поставить лайк, написать комментарий, посмотреть 2 раза или 3, переслать своему другу, потому что очень важно, чтобы алгоритмы продолжили продвигать мои видео, потому что так или иначе, конечно же, часть аудитории отпадет, но я бы очень не хотела потерять связь с вами. И каждый раз я с вами прощаюсь до новых видео и очень надеюсь, что их будет еще очень-очень много. Все зависит от вас. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пока-пока!